Привет! Рада видеть тебя на сегодняшней тренировке. Я думаю, что из названия ты узнала, что мы сегодня будем делать МФР, и для этого нам понадобится ролл. Что вообще такое МФР? Прям по-простому, это такой самомассаж собственного тела. То есть мышцы у нас бывают напряженного состояния, бывают ослабленные и нормотоничные, да, то есть нормальные, условно. И бывает, что мы мышцу укрепляем, да, через упражнение, но бывает, что мышца напряженная, и нам нужно, наоборот, ее расслабить. В этом нам помогает растяжка через движение и, собственно, ролл, да, мячиком, либо роллом. Что еще сейчас важно сказать? Мы сейчас с тобой массировать мышцы передней поверхности бедра. Для чего мы это делаем? Если, например, у тебя рыхлости, да, на передней поверхности бедра, она такая кожа не упругая, либо есть валики над коленями, либо, например, в упражнениях ты замечала, что когда ты укрепляешь ноги, акцент берут на себя не ягодичные, а больше именно мышцы передней поверхности бедра. Значит, тебе 100% нужно работать с расслаблением этой мышцы. Пристану, смотри, если мы смотрим, да, на свои бедра спереди, то давай проведем условно линию от колен до таза, то есть как будто бы поделим бедро пополам. Вот нам сейчас с тобой нужно массировать не центр мышцы, а латерально. Это вот справа и слева, то есть немножко сбоку, да, еще раз. Мы нашли середину бедра левой и правой ноги, и нам важно помассировать сбоку. Латеральная – это боковая называется. То есть нам нужно вот здесь. Именно эта мышца склонна к спазму, именно она может влиять и на отечность, и на усиленный перегруз этой мышцы. Я беру ролл. Я сейчас еще здесь прикреплю картинку, чтобы тебе точно было понятно. Но сейчас мы с тобой по ощущениям ее нащупаем. Прямая мышца бедра, она покомфортнее, чем латеральная. Смотри, я буду массировать ближнюю к тебе ногу. Левую ногу согну в колени, кладу ролл под правую ногу. Смотри, я массирую правую. Мне нужна латеральная мышца с правой стороны, то есть ближе к тебе. Поэтому я разворачиваю бедро немного от тебя и пробую в этом положении, да, опираясь в две ладони, в левый коленный сустав, массировать к тазобедренному суставу, прям вот до места крепления, то есть не чуть-чуть, а до таза. Ухожу вперед, массирую к коленному суставу. Давай пока помассируем так, чуть в таком среднем темпе, то есть пока более поверхностно. И попробуй вот сейчас вернуться на середину бедра. Вот если здесь будешь массировать середину, ты, скорее всего, ничего не почувствуешь. А вот латеральная мышца, она прям склонна к спазму. Вот я тоже ее массирую, мне она не совсем неприятно, в общем, массируется. Что важно знать в МФР, не только по мышцам передней поверхности бедра, но и, в принципе, когда мы массируем тело. Важно работать с мышцей от места крепления до места крепления. То есть МФР не будет иметь смысла, если мы, например, с тобой будем массировать чуть-чуть. Мы с тобой массируем к коленному суставу и к тазобедренному. Пока мы с тобой массируем, ты стараешься отслеживать, где ощущения более неприятные, да, где хочется, может быть, чуть больше задержаться. Обычно это места крепления, да, ближе к колену, либо к тазу, либо бывает еще в середине мышцы. Давай, теперь вот у меня, например, это ближе к колену. Я буду массировать здесь чуть медленнее. Можно, например, просто зафиксироваться, да, то есть расслабиться под весом собственного тела, и ролла у тебя уже здесь будет ощущение. Можно массировать, например, очень-очень медленно. Так, я чуть-чуть съехала. То есть прямо здесь как будто вот эти сложные, неприятные моменты я как будто прохожу сильнее. Как вообще понять, напряженная у тебя мышца или нет? Это опять же относится ко всему телу. Мышца, на самом деле, она может тебя в обычной жизни вообще никак не беспокоить, напряженно, никак о себе не напоминать, и ты будешь думать, блин, зачем мы все это делаем? Но если ты, например, берешь эту мышцу, да, вот так, например, латеральную, сжимаешь, и если тебе неприятно, значит, эта мышца 100% напряженная. Это напрямую влияет и на отеки, и на то, как распределяется нагрузка в твоем теле. Так, микрофон работает, все супер. Давай сделаем еще парочку проходов. Не так важно, знаешь, здесь по количеству проходов. Главное нам делать от коленного сустава до таза. Угу, супер, давай сравним. Как ощущения по той ноге, которую ты массировала, и по другой? Чувствуешь, да, вот мне чем нравится МФР, и, в принципе, самомассаж, мы можем поработать минутку-две, то есть как бы очень маленький промежуток времени, а тело уже чувствуется по-другому. Не только бедро правой ноги, но если мы встанем, так, я надеюсь, что я там у тебя влазю, как будто бы даже нога как-то по-другому, да, ощущается. Давай то же самое с левой стороны. Снова смотрим на твое левое бедро, условно делим его пополам. Нам нужна снова внешняя, да, поверхность, боковая. Вот здесь латеральная мышца, здесь опять у тебя высветится картинка. Так, опора в две ладони. Правую ногу сгибаю в колени, левую ногу кладу на ролл.
чуть-чуть разворачиваюсь опять же от тебя, да, то есть немножко с внешней стороны. И начинаю здесь массировать. Честно, вот сколько я тренирую женщин, в основном у всех эта мышца напряженная. Почему так происходит? Если мы смотрим, да, на наше бедро, есть передняя поверхность, внутренняя, задняя и ягодицы, если мы рассматриваем только бедро. И, к сожалению, так как мы достаточно много сидим, а сидим мы на попе, да, конкретно на ягодицах, ягодицы склонны к ослаблению, а мышцы передней поверхности бедра, они, наоборот, склонны к напряжению. То есть, когда ягодичная по какой-то причине ослабляется, ты, например, перестаешь тренироваться, много сидишь, то эту нагрузку, да, от веса тела спокойно и с удовольствием забирает передняя поверхность бедра, да, отсюда такие слабые ягодицы и очень сильно перегруженные отечные передние поверхности бедра. Это прям у очень многих девушек, поэтому для того, что нам с тобой, да, кажется, для того, чтобы сделать красивую попу, нам важно расслабить вот здесь, чтобы у ягодиц была возможность включиться. Здесь работаю медленно, опять же, да, то есть не торопись. Если ты будешь проходиться роллом быстро, ничего не почувствуешь и как бы думаешь, будешь думать вообще, в чем смысл. Ой. То есть здесь в таком среднем темпе, если ты чувствуешь, например, что тебе хочется задержаться, хочется побыть дольше, чем я здесь, пожалуйста, здесь нет никаких ограничений. Ну и, в принципе, МФР вообще можно делать хоть каждый день, хоть 2 раза на день. У тебя есть возможность расстелить коврик, взять ролл. Это будет только таким расслаблением для твоего тела. Супер. Да, то есть сейчас мы поработали с мышцами передней поверхности бедра. Ой, прям уже тогда свободненько стало. Сейчас мы с тобой переключаемся на мышцы повыше. Это тазовое дно. Опять же, здесь высветится картинка. Если мы смотрим на тазовое дно, да, оно идет от лобковой кости к копчику и крестцу, да, то есть вот здесь оно идет как трусики. И вот здесь мышцы тазового дна уходят в сторону седалищных бугров, то есть немножко в сторону. Для чего нам сейчас, собственно, МФРить эти мышцы? Представь сейчас цилиндр. Лучше не цилиндр, а, знаешь, банку колы, да? Нижняя грань, верхняя грань и сама вот эта штучка боковая. Верхняя грань цилиндра – это твоя диафрагма. Она находится вот здесь. Она делит твою грудную и брюшную полость. Когда ты дышишь, она опускается вниз и вверх. То есть она как такой верхний купол. Боковой купол, да, банки колы – это твоя поперечная мышца живота. Это наш естественный корсет. Он у тебя идет от поясничных позвонков до твоей белой линии живота. Это самая глубокая мышца живота. Именно она отвечает за красивую линию талии, за потянутый животик. Поэтому здесь, да, это поперечная мышца живота. То есть вверху диафрагма, давай вот так, вверху диафрагма, поперечная мышца живота, а нижняя грань – это мышцы тазового дна. И также, если они ослаблены, то мы их укрепим на тренировке на силовой, а если они перенапряжены, нам важно их расслабить. Опять же, расслаблять мы будем их через МФР. И когда вот эта слаженная работа будет, да, диафрагма, тазовое дно, поперечная мышца живота, твой животик будет выглядеть очень красиво. Но если где-то будет напряжение, либо наоборот слабость мышцы, может быть валик внизу живота, могут быть спокойно складки на талии, даже при нормальном весе животик может выпирать, поэтому давай здесь работать. Мы с тобой берем и садимся просто на ролл. Еще сейчас скажу, бывают девчонки, которым сложно сесть вот так, подогнув под себя голень. Если ты из тех девушек, ты можешь просто сесть на стул или на диван, да, вот просто как обычно, и также подложить ролл. То есть просто села и подложила его себе. Так тоже окей, если тебе здесь неудобно. Давай пока попробуем просто подышать, что ты сейчас, в принципе, поотслеживала. Некоторые первый раз сталкиваются, да, с этими мышцами, когда мы делаем МФР, поэтому тут главное не бояться. Мы никак себе больно не сделаем. Там очень много глубоких мышц, то есть там под ягодицами куча глубоких мышц, которые влияют на твой таз, влияют на то, как влияют на боли при половом акте, влияют на боли при месячных, влияют на то, как выглядят, в принципе, твои ягодицы и низ живота. Поэтому, несмотря на то, что многие не знают мышцы тазового дна, с ним очень важно работать. Расположу здесь руки на тазу и попробую здесь подвигать тазом вперед и назад подкручивать на себя. То есть мы с тобой двигаемся к лобковой кости, вдох, подкручиваем таз на себя, копчику, выдох. Сейчас мы с тобой массируем, да, снова тазовое дно к лобковой кости и копчику. То есть сейчас массируем в длину. Опять же, отслеживай, где хочется остаться подольше. У кого-то, например, больше спазмировано место копчика, да, ближе к ягодицам, у кого-то ближе к лобковой кости. Все разные, да, то есть здесь аккуратненько. Если чувствуешь, что прям неприятно, обопрись больше на ноги. То есть почувствуй, что вес тела больше давит не в центр, а ты еще и в ножки упираешься. Ну, опять же, да, если, например, у тебя месячные, там, прокладка, тампон неудобно, именно эту часть можешь пропустить, вернуться к ней, когда месячные закончатся.
Давай теперь попробуем в сторону. Смотри, я закручиваюсь тазом в правую сторону, тазом в левую сторону. То есть как будто хочу повернуться. Ты теперь массируешь тазовое дно уже немножко в бок. Чувствуешь? Угу. Помимо того, да, чем помогает еще МФР тазового дна, опять же, да, возвращаясь к тому, что мы очень много сидим. Сидим мы на ягодичках и в положении согнутого таза. И здесь очень часто пережимаются связки, пережимаются нервы, а там через центр тела их проходит очень много. Я сейчас даже не буду тебе перечислять все названия. И когда мы так двигаем, мы улучшаем кровообращение через центр нашего тела. Таз влияет на все, на то, как выглядят твои ножки, голени, бедра, на то, как выглядит животик, не болит ли поясница. То есть этот центр тела, это такая, знаешь, база, с которой нужно обязательно работать. Давай теперь попробуем по кругу. Вперед, в сторону, назад, в другую сторону. То есть здесь работаем по кругу. Чувствуем уже, да, что захватываем всю площадь мышцы. Я прям хорошо наклоняю таз вперед, увожу в сторону, на себя. Ой, какое приятное расслабление здесь. Если мы говорим про мышцы тазового дна, к сожалению, они склонны больше к напряжению. И также в другую сторону. Супер. Теперь промассируем немножко в бок. Смотри, я оставлю левую ногу также согнутую в колени. Правую ногу подниму, разверну стопу в правую диагональ. Ролл у меня будет по центру. И я аккуратненько буду прокатывать. Смотри, от влагалища немножко к внутренней поверхности правой ноги. То есть как бы так немножко прокатаюсь, да, снова уходя в стороны. Здесь у тебя идут приводящие мышцы бедра, да, твоя внутренняя поверхность бедра. Она идет через тазовое дно и напрямую влияет на низ живота. То есть мышцы находятся рядом, они друг на дружку влияют и друг от друга зависят. Супер. Давай также на другую сторону. Правая нога, левая. И попробуем снова перемещаться чуть влево на центр. То есть от влагалища идем к внутренней поверхности бедра. Угу, супер. Оп, давай уберем ролл. О, очень приятное ощущение в тазу. Знаешь, мы обычно, мы не трогаем обычно себя там, да, помимо того, что мы там принимаем душ, очень приятное ощущение, как будто бы вот из того, что чувствую я, таз как будто бы такой легкий, невесомый, не знаю, как сказать. И еще, что мы с тобой сегодня промассируем, это будет зона крестца. Где находится крестец? Он находится чуть выше ягодиц. Это такая треугольная косточка. Я здесь тебе тоже оставлю картинку. Для чего мы массируем здесь? Да? И опять же, если мы смотрим на тело, есть таз, мышцы живота, диафрагмы, и вот здесь идет очень плотная фасция, она называется грудопоясничная. Вот здесь очень плотная ткань. Попробуй сравнить. Например, если мы возьмем складку вот здесь на животе, она вообще без проблем берется, да, также с рукой. А если мы возьмем складку вот здесь, уже не так легко подается, даже при условии, да, что, например, если у тебя есть лишний вес, ткани там очень плотные. И вот если здесь ткани напряжены, то они могут, опять же, влиять на живот. Потому что поясница и живот находятся рядышком, опять же, да, друг от друга зависят и друг на друга влияют. Поэтому расслабление вот этой зоны будет влиять и на живот, да, или если, например, у тебя есть передний либо задний наклон таза, улучшение кровообращения здесь напрямую будет влиять на положение таза в том числе. Я опускаюсь вниз и оставляю здесь ролл под крестом. Сейчас покажу. Оп. Ой. Опора идет, получается, в стопы, ролл под крестцом и опора в затылок. Это был крабик, я его брала. То есть чувствуешь, вес тела распределяется равномерно. Затылок, лопатки, в ролл и в стопы. Ролл чуть выше ягодиц. Пробуешь в этом положении наклонять таз вперед, подкручивать на себя. То есть мы с тобой через перемещение таза массируем крестцовую зону. Вдох, выдох. Наклонили таз вперед, подкрутили на себя. Здесь мы с тобой, когда подкручиваем таз на себя, помнишь, да, что мы не сжимаем ягодицы, то есть направляя лобковую кость к себе, ягодицы дополнительно не сжимаем. Они и так там напрягаются вместе с крестцом. Супер. Остаемся по центру, двигаемся двумя коленями влево и вправо. Влево, вправо. То есть здесь уже сам массаж, чувствуешь, идет в сторону. Опять же, крестец очень отзывчив на МФР, там очень плотные ткани, даже если ты там просто пару раз так руками проведешь, уже прям почувствуешь хорошую теплоту. В одну, в другую сторону. Угу, супер. Давай теперь по кругу. Смотри, таз наклоняется вперед, в сторону, назад, в другую сторону. То есть мы с тобой работаем по кругу. Если бы у меня здесь не было ролла, движение бы выглядело вот так. То есть как будто бы я двигаюсь по кругу, то же самое, да, только на ролле. Ой, тут на весу прям
очень хорошо сразу включаются ягодички. Угу. В одну сторону и то же самое в другую. Угу. Супер. Давай теперь сделаем прям посильнее. Смотри, подними ножки, расположи колени не близко к себе, а как будто прям над тазом. Обопрись руками в пол. Сейчас, получается, весь вес твоего тела давит в крестец. Ты прям сейчас почувствуешь, что он должен стать таким мягеньким. Если чувствуешь на какое-то напряжение в пояснице, некомфортно, прижимай ножки ближе к себе. Если все окей, оставляй их над тазом. Здесь, несмотря на то, что мы сейчас не занимаемся силовыми нагрузками, уже включается пресс, потому что ты держишь ноги над собой. Стараешься сейчас расслабиться и через спокойное дыхание чувствуешь, как через крестец расслабляется грудопоясничная фасция, расслабляется твоя поясница, как будто расслабление идет от поясницы, знаешь, по всему позвоночнику. Супер, аккуратненько опущу ноги, да, здесь без резких движений. И через бочок поднимусь. Мы с тобой закончили. Несмотря на то, что тренировка такая лайтовенькая, мы с тобой хорошо проработали мышцы передней поверхности бедра, тазовое дно и крестец. Если были какие-то вопросы или сложности, напиши мне, скинь фото или видео, я с удовольствием тебе помогу.